Друзья, всем привет! Вот так немножко неожиданно начинается видео о зоне отчуждения. Начинается оно из Киева. Как вы поняли по названию ролика, сегодня у нас будет путешествие. Причем путешествие у нас будет от Припяти и дальше на запад, то есть Новошипеличи, потом Лубянка и потом самая западная точка зоны отчуждения – это ПГТ Полесская. Но почему я начал отсюда? Почему я начинаю именно здесь, в Киеве? Потому что у меня есть для вас маленькое объявление. Если вы хотите попробовать себя в роли сопровождающего, в роли гида в зоне отчуждения, у вас есть такой шанс. Что для этого необходимо? Все очень просто. Для этого необходимо в первую очередь желание работать в зоне, желание работать с людьми, знание языков украинского, русского, это свободно, английского, разговорного. Если вы знаете какой-нибудь другой язык, это также будет преимущество. Что хотел сказать? Если ограничений у нас никаких нет, я имею в виду по возрасту, по верхней планке, есть ограничения по нижней планке, обязательно, чтобы вам было 18 лет, иначе вас просто в зону не пустят. Вроде как бы все, то сказал. Да. Ну что, мы поехали. Это видео, которое вы будете смотреть сейчас, я снимал его 2 дня. Первый день я был в Новошипеличах, потом на следующий день я уже вместе с группой поехал дальше на Лубянку и дальше на Полесье. Еще момент, вот, важно. Друзья, я в этом видео буду высказываться немножко негативно касательно определенных мест. Сразу хочу оговориться, что я не имею ничего против, и это ни в коем случае не касается людей, бывших жителей этих мест. Это касается только и исключительно текущего состояния данного места. Поэтому прошу меня заранее извинить, если кто-то мои слова примет, скажем так, слишком близко к сердцу. Ни в коем случае не хочу оскорбить место, в котором вы жили. Это я говорю в основном о бывших жителях данных территорий. Ни в коем случае не хочу вас оскорбить. Ни в коем случае не хочу оскорбить места, в которых вы жили. Просто хочу сказать, что текущее состояние некоторых локаций, скажем так, вызывает больше отрицательные эмоции, чем положительные. Ну что, вроде как бы все. Вроде все. Погнали. Начать наше сегодняшнее путешествие я хотел бы с села Новошипелич. Туристических маршрутов сюда нет, поэтому, в отличие от 2 следующих мест, которые я посетил уже вместе с группой, сюда я ходил один. Попасть сюда я хотел давно, и хотел я это сделать по 2 причинам. Первая причина – это то, что Новошипелич еще нет у меня на канале, а хотелось бы. А вторая причина – это то, что здесь с 1987 по 2014 год жили самоселы. То есть в 1987 году сюда вернулась семья Сава Гаврилович и Елена Дорофеевна Ображей. И жили тут до 2014 года. В 2014 году Сава Гаврилович умер, и Елена Дорофеевна переехала в город Чернобыль. Своей целью, не целью, задачей, я не знаю, своим желанием в этом путешествии, моим желанием в этом путешествии было дойти до того места, где жили Сава Гаврилович и Елена Дорофеевна. А поскольку это место, где они жили, находится на противоположном конце села, у меня получилась такая достаточно долгая, интересная прогулка через все село Новошипелич, которое на самом деле очень и очень немаленькое. Забегая вперед, отвечу на вопрос, который наверняка возникнет у многих зрителей моего канала, особенно тех, кто интересуется зоной отчуждения. Почему я показал Новошипелище, но при этом не показал ПМК, мимо которого я, собственно говоря, проходил? Ребят, тут ответ очень простой. Я вышел достаточно поздно, и я очень боялся. В принципе, того, что я боялся, так и получилось. Я обратно возвращался уже в сумерках, и снимать не было никакого смысла. Если у вас есть желание посмотреть на ПМК, никаких проблем нет, мы его обязательно отснимем. А сейчас идем через село Новошипеличи к дому Савы Гавриловича и Елены Дорофеевны.
Ну что, судя по фото, которые я нашел у ребят в интернете, я таки пришел на место. Шел я сюда наобум, я здесь раньше ни разу не был. Приблизительно я представлял, куда мне нужно идти, но вот конкретного места не знал, но добрался. Слава богу, добрался, нигде не заблудился, все окей. Подавил в себе желание зайти вовнутрь. Честно говоря, как-то не вижу особо в этом смысла, да и желания нету тревожить то, что еще недавно было обитаемым. Решил просто осмотреть территорию, посмотреть, чего здесь как. Благо, территория достаточно не маленькая. И посмотреть есть что. Ну и заодно, конечно же, показать и вам, и оставить себе для истории, для памяти, не знаю, называйте это как хотите. Потому что я практически уверен, что я сюда в следующий раз попаду или не скоро, или не попаду вообще. Не знаю, как это объяснить, но, честно говоря, я вот шел по селу, и чем-то его выделить среди других сел зон отчуждения я, честно говоря, так просто и не смог. По крайней мере, для себя. Поэтому ставим галочку, что Новошипелище мы посетили, Новошипелище мы сняли. И двигаемся дальше исследовать зону отчуждения. Закончу здесь и буду выдвигаться обратно в Чернобыль, потому что на следующий день у меня уже есть планы. И дальше я поеду уже не один. Дальше я поеду с группой. Село Лубянка, а точнее северная его часть. Мы едем по верхней дороге на запад, мы едем в сторону КПП Деброва от станции Янов, поэтому зацепили мы только северную часть села Лубянка. Сейчас я думаю, что большинство из всех людей, которые предпочитают, скажем так, альтернативные способы проникновения в зону отчуждения, пустят маленькую слезу ностальгии, поскольку именно здесь, если не все, то большинство сталкеров останавливаются на ночевку. На самом деле село достаточно неплохо сохранилось, как я люблю говорить во всех своих видео. Здесь действительно приятно походить, погулять, очень неплохой сохран, очень неплохой внешний вид. Вот по этой дороге по брусчатке я в свое время пытался на своей легковой машине доехать до Толстого леса. Это была так себе идея, сразу говорю. И слава богу, что я не доехал. То я тогда встретил дерево, которое просто упало. И на этом как бы мое путешествие закончилось. Больше мне, честно говоря, не хочется пытаться туда доехать именно этим путем. Вот. Поэтому вот так. А мы с вами давайте сейчас просто прогуляемся по Лубянке, позаглядываем в некоторые интересные места и просто посмотрим на само село. Ну и да, вот вам простой пример обычной сталкерской стоянки. То есть завешенные окна, достаточно, как для текущего состояния, чисто, убрано. Видно, что здесь люди бывают и бывают достаточно часто.
Мы едем дальше на запад, но прежде чем мы приедем в ПГТ Полесское, я хочу вам показать еще одно, даже не знаю, как это правильно сказать, место, не место, локацию. Хочу показать вам еще один ужас. Страшные шрамы пожаров 2020 года. Думаю, что комментарии здесь попросту излишни. И вот сейчас уже по прошествии достаточно большого количества времени нет никакого желания выяснять, что это было. Был ли это человеческий фактор? Было ли это случайным стечением обстоятельств? По большому счету сейчас это уже и не важно. Я просто искренне надеюсь, что созерцание подобных пейзажей заставит хотя бы кого-нибудь в будущем одуматься и быть немножко аккуратней. И крайняя точка нашего маршрута – это ПГТ Полесское. Это уже западная граница зоны отчуждения, и ситуация с Полесским весьма достаточно странная. Не со Стасом Полесским, а с ПГТ Полесским. Дело все в том, что эвакуировано оно было аж в 1993 году. То есть по каким-то непонятным причинам люди здесь жили еще 7 лет после аварии. А потом уже в 1993 году было принято решение людей эвакуировать в связи с высоким радиационным фоном на территории ПГТ. То есть местами это было от 150 до 450 микрорентген, что в принципе достаточно много. Что же касается самого ПГТ, то оно оставило у меня скорее негативные эмоции, чем позитивные. Не подумайте, пожалуйста, неправильно, я ни в коем случае не романтизирую трагедию, случившуюся на Чернобыльской атомной электростанции, ни в коем случае не романтизирую то, что происходит в зоне отчуждения, но, несмотря ни на что, Припять все-таки она оставляет больше положительные эмоции, больше позитива, чем негатива. А вот ПГТ Полесское, оно, дайте я подберу правильное слово, оно очень холодное и с очень отрицательной энергетикой. Я не знаю, почему так. Может быть, это исключительно мое мнение, мои чувства, но вот именно эту отрицательную энергетику, вот это отрицательные эмоции я почувствовал, когда приехал в ПГТ Полесское. Чтобы вы просто понимали, я здесь в первый раз, и раньше я сюда не приезжал, хотя, в принципе, давно хотел, но вот такими у меня были первые эмоции, первые впечатления от ПГТ Полесское. А в принципе, ребят, я для этого и привез камеру, чтобы показать вам, что здесь сейчас происходит. Смотрите сами.
такая вот вышла у нас поездочка. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пейте в колокол. До скорых встреч. Пока.